Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш канал «Кариева жизнь на Кипре». Сегодня я вам хочу рассказать про такую тему, про которую у нас многие спрашивают. Это как вести домашних животных на Северный Кипр, что для этого надо, какие шаги. И сегодня я постараюсь вам все подробно об этом рассказать. Итак, если вы еще ни разу не вывозили животное из страны, то первое, что вам нужно сделать, это ветеринарный паспорт международного образца. Его можно сделать в любой клинике. В этом паспорте обязательно должна быть прививка от бешенства. Ее срок должен быть не менее месяца от даты прививки. Если до конца прививки остается менее 2 месяцев, то вам лучше сделать новую. Также в паспорте должен быть записан номер чипа животного. Номер чипа животного – это один из основных документов, которые будут проверять везде. В аэропортах, у ветеринаров и в других местах. Также в ветеринарном паспорте должны стоять все необходимые отметки о прививках вашему животному, которые соответствуют его возрасту. Через месяц после того, как вы сделали прививку от бешенства, вы должны сделать исследование на титры антител к бешенству. Это одно из основных условий допуска вашего животного на Северный Кипр. Без него вы сюда не попадете. Сразу планируйте, что это может занять длительное время. В среднем это исследование занимает около месяца, но если судить по нашему опыту, нам делали титры около 2 месяцев. Так что старайтесь заранее распланировать время и сделать это заранее до вылета. После того, как вы получили результаты исследования, вам необходимо обратиться в государственную клинику для получения справки о разрешении на вылет вашего животного. И тут важный момент. Обращаться надо именно в государственную клинику, потому что только она имеет право давать такую справку. При себе вам на руках надо иметь паспорт международного образца и результат исследования титров на антитела к бешенству. Также вы должны будете отправить на электронную почту ветеринарной службы Северного Кипра фотографии паспорта животного и фотографию титров на бешенство. Через 1-2 дня вам должны прислать разрешение на провоз собаки на Северный Кипр. Вы его обязательно либо сохраните в телефон, но лучше распечатайте, потому что без него вас просто не посадят на самолет до Эрджана. В Турции при регистрации будут обязательно его требовать. Также еще немножко хочу поговорить с вами про покупку билетов. Вы должны понимать, что на животное всегда покупается билет отдельно, то есть вы оплачиваете отдельную пошлину. И плюс у разных авиакомпаний разные условия. Всегда я советую делать это заранее при покупке своего билета. В разных авиакомпаниях есть разные нюансы, но почти во всех авиакомпаниях действуют свои нормы провоза, есть какие-то ограничения. Всегда это делать лучше заранее, то есть вы купили билет и сразу же делайте запрос, либо покупайте билет на собаку. Потому что, как я говорил, у многих авиакомпаний могут быть разные ограничения. Например, на провоз нельзя провозить, если на рейс зарегистрирована кошка, то вы не сможете лететь с собакой. Либо там не больше 2 собак на борту самолета. То есть все это делать лучше заранее. Небольшие животные будут перевозиться в мягкой переноске, которая соответствует правилам авиакомпании в салоне самолета, а более крупные животные будут путешествовать в багажном отсеке. Ну вот, вроде все мы документы сделали, и настал день вылета. Мы приезжаем в аэропорт, и первое, что мы делаем, это идем в пункт ветеринарного контроля. Там вам опять же, там ветеринар проверит, опять же, чип собаки, посмотрит ваши документы. Из документов, что это нужно? Ветеринарный паспорт, справка на вылет, которую вы получали в госклинике, и все. Титр антител, в принципе, они не смотрят. Вам после всех проверок вам поменяют эту справку, которую вы получали в госклинике, на справку международного образца, которая действительно в других международных аэропортах. После этого можете идти спокойно регистрироваться на рейс, и там еще раз вас посмотрят все документы на вашу собаку. После того, как вы прилетели в аэропорт Турции, если у вас нет транзитный переход, а пересадка на рейс другой авиакомпании, то по прилету вам ничего не надо показывать, вы идете просто регистрироваться на рейс. Обычно регистрация животных в турецких аэропортах проходит на стойках регистрации. Первое, что вы должны показать, это разрешение от ветеринарной службы Северного Кипра на ввоз животное. Второе, это результат исследования на титр к бешенству. Третье, это ветеринарный паспорт. И четвертое, это международная справка, которую вы получали в аэропорту вылета. Если вы летите авиакомпанией Turkish Airlines до Эрджана,
то у этой авиакомпании есть отдельные стойки для регистрации животных. То есть вы проходите не в общей очереди, а идете на отдельную стойку, где обычно нету людей, и все вместе регистрируетесь. То есть регистрируют и вас, и багаж, и животных. Это достаточно удобно. После того, как вы прилетели в аэропорту Эрджана, вы также проходите ветеринарный контроль, вы показываете полный комплект документов. Я уже не буду повторяться, но это те же документы, которые вас проверяли на стойке регистрации в турецком аэропорту. Плюс вы платите в районе 700 лир за каждое животное. Это за вызов ветеринара, который просмотрит ваши документы и даст разрешение выйти из аэропорта. Еще один маленький нюанс. Эти 700 лир у вас должны быть обязательно наличными деньгами. Они не принимают карты, ни турецкие, ни российские, ни белорусские. Поэтому мой совет: поменяйте необходимую сумму в аэропорту Стамбула или в любом турецком аэропорту, куда вы полетите. Курс там не очень хороший, так что меняйте только необходимую вам сумму. На Северном Кипре в обменниках курсы всегда лучше. Ну вот, в принципе, все. На самом деле все это несложно. Если видео было вам полезно, то ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.